Для себя и для людей, для бегов и для затей, для активности из жизни в США отцы отчизны разработали продукт, что все знают и берут, именуя 30 лет, отдают его за хлеб. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Польза.ком, и сегодня я продолжу свой цикл обзоров, посвященных умным спортивным часам. Как я и обещал своим подписчикам, в этом обзоре я расскажу о самом экономном способе попасть в экосистему американской корпорации Garmin путем приобретения их умных часов самого начального уровня. И хотя они являются самыми младшими в линейке, я бы хотел сразу отметить огромную разницу между топовыми 920-ми XT часами той же фирмы и 30-ми Garmin при разнице в цене в 3 раза. Самое главное, что появилось в Гарминах 30 Forerunner, это датчик ППГ, а проще пульсомер на запястье. Для тестирования эти часы мне дал один мой хороший знакомый. И сразу не размусоливая, отвечу на несколько ваших стандартных вопросов. Начнем. Языков в этих часах много, в том числе есть русский. Переведено хорошо. Активных кнопок всего 4. Экран не сенсорный, тип монохромный с подсветкой, черно-белый. Диагональ 1,31 дюйма. Разрешение 128 на 128 точек на дюйм. Число пикселей на дюйм 138. Есть GPS и голубой зуб. И, как я уже говорил, датчик ППГ. Класс водонепроницаемости WR60. Это душ и плавание без ныряния. И, наверное, основная его плюшка — это их автономность. 5 дней без особого использования и 8 часов в режиме бега. Самое интересное, что это, наверное, первый раз, когда я подумал о том, что американцы могут красть идеи у китайцев. Ведь Amazfit Bip, который взорвал рынок смарт-часов, вышел значительно раньше, и автономность у него 40 дней. Экран цветной, сенсорный, и ремешки меняются в разы проще. Но сегодня не об этом. Довольно забавно, что 30-ка — это следующая облегченная версия модели Forerunner 35, которая потеряла возможность работы со сторонними АНТ-датчиками и некоторые функции меню, да и стала работать на 40% меньше по времени. Заряжаются они через платформу прищепку, кабель довольно длинный и качественный. Поддерживают все типы платформы. Уведомления можете получать со всего, с чего хотите. Для такого размера довольно неплохая вибрация. Штатный ремешок из силикона. Forerunner 30 — это по сути адаптированная, модифицированная версия Forerunner 35, которая продается теперь по более доступной, по их мнению, цене. Отдельно стоит отметить, что эти часы выпускаются исключительно для стран Европы, Ближнего Востока и Африки. И когда я вижу, что на Яндекс.Маркете они 14 тысяч рублей, а на eBay они всего $150 с доставкой из Германии, мне хочется использовать мат. Адаптировали цену. Спасибо. Ладно, вернемся к часам. В них нет режима бега-ходьбы, а также отсутствуют данные конфигурации. Тем не менее, их по-прежнему можно настроить через Garmin Connect. И все же вы получаете все необходимые данные о проделанном расстоянии, времени, темпе, калории, частоте сердечных сокращений, а также текущую дату и время тренировки. Вы можете просматривать зону сердечного ритма и видеть VO2 Max, показатели вашей физической формы и уровня беговой подготовки. Эти показатели являются необязательными и могут быть настроены вручную в принципе. Естественно, мониторинг сердечного ритма происходит 24 часа в сутки, а встроенный GPS отслеживает ваш маршрут. Технология IQ обеспечивает определение и автоматическую классификацию различных занятий до 5 дней в режиме Smartwatch и 8 часов в режиме GPS. Мои впечатления от них: выглядят они неплохо, но 10 тысяч я бы за них не отдал. Пульс считают корректно, GPS ловят довольно быстро, на руке не ощущаются. Может, я просто заелся эпичными гаджетами, или просто на Йоханнесе Бё увидел 920-е Garmin и решил, что, наверное, такими и должны быть спортивные часы для спортсмена, а остальное — это все мишура и фантики. Денег, конечно, они своих не стоят, но это мое мнение. 37 грамм радости для стран Восточной Европы и Африки звучит крайне оскорбительно. Лучше уж Полары с нагрудным датчиком купить. Нереально дорогие аксессуары, ремешки по космическим ценам, не впечатлившие меня Garmin Connect. Я не считаю себя крохобором, но тестируя поларовские часики первыми из простых спортивных часов, поймал себя на мысли, что такими и должны быть спортивные часы. Strava и Mi Fit для меня выглядят намного понятнее, чем экосистема Гармина, и интереснее. Нет ничего в них особенного или цепляющего, еще и учитывая их цену. Даже подробно рассказывать желания нет. В принципе, что они могут и что есть в программе, вы сейчас видите на экране. Смысла это озвучивать не вижу. Не мотивируют они своим видом и функциями к занятиям спортом. Нет при взгляде на них мысли: ну, я их купил не зря, и значит я должен выйти и бежать или толкать железо. Добротная, хорошая вещь. За
за 5000 от именитого бренда, но не за 14. Все, что я хотел сказать, я сказал. Бегать, конечно, в них удобно. Можно считать, что это не реплика бипов, а реплика Apple Watch для американцев, но это смотря как смотреть. Кто не подписан, подпишитесь, ставьте колокольчик, оставляйте любой коммент и раз в 2 недели следите за моим каналом. 15 и 30 числа каждого месяца посылаю либо Mi Band 3, либо Ana Band 4 Run Edition одному из своих подписчиков. Кому что интересно, спрашивайте, обязательно отвечу. Добавляйтесь в группу в ВК или Facebook. На канале видео минимум 2 раза в неделю. Польза.com рекомендует думать перед покупкой. А оно вам надо? Подписывайтесь и удачи вам, дорогие друзья!